Всем привет! В каждой семье, наверное, есть аспирин. А вы знали, как аспирином пользоваться в хозяйстве? Я собрала очень полезные советы и расскажу вам коротко в этом видео. Я думаю, что они вам очень понравятся, вы возьмете на заметку. Напишите под видео, какие вам нравятся, какие, может быть, вы знаете, какие вы использовали, или вам ничего не понравилось. Что ж, начинаем. Друзья, есть такая проблема, как вот под мышками прям вот такие темные пятна. Многим это не нравится, и можно это легко удалить при помощи таблеток аспирина. Берем 2 таблетки аспирина, растворяем их в пол чашки теплой воды, размешиваем и наносим эту смесь под мышки. И нужно выдержать в течение 1 часа. Потом прополаскиваем водой. Если кожа сухая, можно нанести какой-то крем. И повторяем эту процедуру, пока темная кожа под мышками не пропадет. Весной, летом такая проблема, как комары, гнус и так далее. У нас тут только комары. И если покусали сильно, например, ребенка или вас, то нужно взять 1 таблетку, воду небольшое количество и нанести точечно, прям можно точечно при помощи палочки на те места, где покусали. Знаете, вот проходит мгновенно. Перхоть бывает. Я, знаете, как вылечилась много-много лет назад, практически ничего не было такого. И мне соседка по комнате сказала вот такой вот совет. 2 таблетки аспирина растолочь и добавить в шампунь, то есть смешать шампунь и аспирин, ну как муку получается, то есть ее нужно тщательно растереть, нанести на волосы, подержать минут 10 вот так вот и смыть. И если вот так поделать, ну я мыла 1 раз в неделю, где-то 2-3 недели у меня так ушло, перхоть прям исчезла. Я не знаю, с чем это связано, но это мне, по крайней мере, отлично помогло. Появились прыщи. Вот аспирин прекрасно помогает, потому что там есть кислота. И небольшой кусочек, если у вас их совсем мало, небольшой кусочек аспирина тоже, или растворить в воде, тоже точечно наносим прямо на прыщи. Тоже необычный способ, но он работающий, мне кажется, про него все знают, но если вы не знали, если появляются желтые от пота пятна, на рубашках, на воротничках, там, под мышками и так далее. 2-3 таблетки растворяем в воде, делаем такую кашицу и прям наносим. Можно оставить на ночь. Если не сильные, то можно там часа на 2-3. Желтых пятен как не бывает. Если кожа на пятках прям вот такая грубая, трещины, тоже можно их удалить при помощи аспирина, но будьте тоже аккуратны. Это такая смесь прям вот практически с 1 раза очищает все вот эти вот наросты, все, что там скопилось. И нужно взять аспирин и лимонный сок. И это достаточно прям агрессивное средство, но сразу убирает. Конечно, если у вас есть аллергия, нужно быть очень аккуратным, потому что, ну, как я сказала, средство такое агрессивное. Но если вы спокойно к этому относитесь, то стоит попробовать. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Еще есть такая вот проблема вот у жирной кожи, когда на лице имеется в виду, появляются, вот знаете, какие-то непонятные пятна, какие-то не то угри, не то не угри, ну то есть цвет лица не свежий. И вот эта вот маска с аспирином как раз все это очистит. Но, как я уже сказала, будьте очень аккуратны. Если у вас есть аллергия, может быть, кожа раздражена, будьте очень аккуратны. Это все-таки кислота. И нужно взять аспирин и сметану. Можно взять кефир, можно взять йогурт. Если кожа очень сухая, добавьте туда какое-нибудь масло хорошее, например, масло виноградных косточек, небольшое количество. Также аспирин можно использовать для блеска волос. Вот после зимы особенно волосы прям вот тусклые-тусклые становятся. И чтобы вернуть блеск, можно взять также аспирин. Зависит от длины, конечно, волос. Мне хватает примерно 6 измельченных аспириновых таблеток. И
Это на 1 стакан воды 200 мл. Наносим на волосы, оставляем действовать в течение 15 минут. И потом промываем волосы. И увидите, какие будут волосы шелковистыми и блестящими. А вы знали, что при помощи аспирина можно удалить, как вам объяснить, бывает на ванной, да, ванной, в раковине, после того, как вы, например, помылись, вот такие разводы от грязь там, мыльная вот эта вот пена, все это остается, такая желтоватая полоска, и при помощи аспирина вот это вот все убрать очень легко. Я вот несколько раз пробовала, знаете, никакой там комод близко не находился, если сделать это. Это прям быстро убирает, ну, кислота есть кислота. И примерно, знаете, ну сколько таблеток, ну зависит от того, как загрязнено, ну 5-6 таблеток растворить и вот нанести по всей поверхности ванны, выдержит минут 10. Но ванна, вот эти вот бока, ну куда вы наносите, должны быть такими сыроватыми, то есть сначала я немножечко увлажняю при помощи пульверизатора и потом уже наношу. Ну, про срезанные цветы, наверное, вы все знаете. То есть ваза с цветами, туда 1 таблетку растворяем аспирина, и цветы прослужат, простоят дольше. Но тоже, по-моему, какие-то есть цветы, которые не воспринимают аспирин, им все равно. По-моему, есть такие. Но сейчас я не готова сказать, какие. Но я помню, что я розы использовала. Какие-то полевые цветы я использовала. Сирень использовала. Ну, вроде и все. Если знаете, то напишите под видео. Что вы думаете насчет вообще аспирина? Жду ваших комментариев, советов под этим видео. До следующей встречи, друзья. Всем пока-пока.